Расскажи мне, как ты начал драться? Драться я начал Много ты дрался? С кем ты дрался в детстве? очень много. Я жил на Сахалине, на Пятаке. У нас есть город. Как бы на самом деле город небольшой, всего лишь 300 тысяч населения, но весь город был поделен на районы. Был Славянский микрорайон, Комсомольский микрорайон был, там, Луговое. А я жил на Пятаке. Трояк был, там, единичка была. Там. И у нас все районы, более того, у нас было еще, как бы, вообще Владимировка, там жили только одни корейцы. Более того, до 90-х годов корейцам нельзя было заходить на определенную территорию, как, в центр города, потому что корейцы сразу там били. То есть война была. Сахалин — это каторжный город. Дети рабов корейских и каторжников. Вот там я родился. Когда ты рождаешься в такой обстановке, то ты вынужден самоутверждаться. А я был маленький, красивый, голубоглазый блондинчик. Меня все обижали. Поэтому я был вынужден самоутверждаться с самого раннего детства. Примерно где-то лет с 5. Дрался я лет с 5 каждый день. Потому что мы же гуляем, бегаем, то по стройкам лазим. То на городские свалки за пробками, кстати, тогда была модная игра, в пробки играть и так далее, туда. И все время сталкивались с какими-то ребятами из других микрорайонов. Это же не как сейчас в современном мире, там, вот, каждый сам по себе, там, максимум встретишь где-то 2-3 друзей, больше только не собираться. А в мои времена в Советском Союзе мы собирались толпой, всегда была толпа, по 15, по 20 человек. И никто у нас не ходил вообще раньше там один по какому-то чужому району и так далее, только с толпой. А если в чужой район забежал, даже в 5-летнем возрасте, то тебя такие же малолетки поймают, и тут же тебе наберут сзади. И поэтому мы все время же шарахались по этому городу и дрались практически каждый день. Более того, мы дрались не только на кулаках. Сейчас как бы развиты же технологии, интернет и так далее, фильмы смотрели. А у нас раньше были только одни кинотеатры или телевизор, вот это старый кинескоп. И вот у нас в районе, например, раз там Д'Артаньян и 3 мушкетера пройдут, у нас все бегут в магазин как бы спортивный, покупают себе рапиры, а там на рапирах заглушка стоит, заглушки вот так вот срывают, затачивают заточкой. И такие, ух ты, 50 человек на 50 человек, на настоящих рапирах начинают рубиться. Ну, Д'Артаньяна играл. Раз там в кинотеатре «Октябрь» прошел фильм «Викинги», все тут же из ящиков в магазинах, знаешь, вот эти, бутылок вытачивали себе деревянные ножи, вот такие вот палки здоровые, и бились на этих палках, районом на район. Чей район сильнее? Где живут самые крутые викинги? Вот так вот. Такое у меня было тесно. Это не сегодня. Более того, доходило даже до делали мелканы, перестрелки с мелканов друг друга и так далее. Чего только не было. А в школе? А в школе? В первом классе, как бы уже в первом классе, раньше в Советском Союзе же было принято, как бы по деткам ходили различные тренера из общественных организаций. А к нам, например, в класс пришел из Дома культуры железнодорожника Абрамян, мастер спорта по боксу международного класса, и всех приглашал заняться боксом. Я в 7 лет шел заниматься любительским боксом. Как бы и ходил на тренировки практически каждый день. До 15 лет я не прекращал заниматься боксом вообще. Ну, практически каждый день. 4-5 раз в неделю. Правда, помимо этого, я еще и ходил в Дом пионера на сольфеджио и фортепиано, и пел в хоре. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Причем солиста. Потому что мама хотела, чтобы я стал великим музыкантом, а я хотел стать великим воином. Да. У меня любимое развлечение было в школе прийти со спортивной сумкой, наполненной боксерскими перчатками. Обычно я каждый день таскал свою перчатку боксерскую. И на каждой перемене обязательно кого-нибудь дергал, пойдем подеремся. Я в 8 классе был королем школы.
Мне и погоняло хулиганское. Но я уже озвучить его не буду, потому что дядька-то я взрослый. Ну и не надо всем знать, как меня на самом деле звали. Или до сих пор зовут. Как-то так. Хулиган, в общем, был. Как-то так. А деньги? Когда начались профессиональные бои? Профессиональные бои. Профессиональные бои или вообще, когда я начал драться за деньги? Драться за деньги для начала. Ввиду определенных жизненных обстоятельств, я на самом деле в школе не доучился до 10 класса. И я пошел в ПТУ. Мне шел тогда 15-й год. А в ПТУ там тоже же народ и так далее. Более того, когда я пошел в ПТУ, это уже, будем говорить так, у нас на Сахалине было... Вообще карате у нас как бы занимались всегда. Подпольно, по подвалам и так далее. И в основном распространители, будем говорить так, восточных как бы традиций боевых искусств были корейцы. Ну и якобы это считалось что-то крутое, крутые знания, там тайны и так далее. А я, ну, как бы, я в этом возрасте был в группировке, называлась эта группировка «Волки». И в основном это были корейцы. Я у себя как бы в подвале, в доме, у меня сгорел подвал, я все там очистил, постелил там брезент, повесил там брезентовый мешок, у меня там был свой спортзал. У меня уже 14 лет был свой собственный спортзал, в котором собирались команды молодежи, и мы там дрались каждые выходные, либо по вечерам. Ну, такая тусовка. Правда, у нас было не только подвал, у нас был еще и черта, ну, в фанцах, где мы в телескоп рассматривали луну и звезды. Да, а по вечерам в спортзале дрались. Так о чем я? Деньги. У нас в ПТУ каждого 27-28 числа была стипендия. По тем временам 25 рублей. Так вот, каждый день стипендии я стоял в около кассы с спортивной сумкой, которая лежала 2 пары боксерских перчатков, и я предлагал всем подраться собак. В общем, пока я учился в ПТУ, я каждый месяц зарабатывал больше, чем зарабатывала мама. У меня мама работала в домторговле, зарабатывала тогда по тем временам 96-98 рублей. А я зарабатывал по 500, по 600. В каком возрасте? 15 лет мне было. По тем временам. По 500, по 600. Ну, это минимум, кстати. Проучился я в ПТУ практически сколько? 1,5 года я там проучился. Я не доучился, кстати. Тоже по определенным обстоятельствам. Потому что пришлось уехать. В 16-летнем возрасте Сахалина. Ну, где-то чуть больше года, как бы я каждый месяц стоял возле кассы. И это были мои первые деньги на боевых искусствах. Это так. А дальше? А дальше я уехал в город Благовещенск и проживал на территории городского роддома в бомбоубежище под землей 1,5 года. Не выходя на поверхность. У меня там висело бревно, примерно где-то килограмм 150, обтянутое каучиком. Поскольку делать мне было нечего там, сидел я в подвале, я каждый день бил по этому бревну. Хотя бить я под бревном начал гораздо раньше, с 5-летнего года. У меня ежедневная программа была, 500 прямых, 500 боковых, 500 локоть, 500 колена, 500 майгири, 500 мавашигири, и так каждый день. Я просто бил по бревну. Каждый день. Просидел я там примерно где-то, тоже чуть больше, примерно так же где-то, порядка 1,5, может быть, чуть больше года. Когда я вышел на поверхность, меня очень быстро заметили ребята из преступной группировки. Я там в малолеток побил, в Благовещенске, и попал в команду слонов. И предложили драться за деньги. Вот так и началась моя карьера в профессиональной боец. Подпольная. И сколько можно зарабатывать на подпольных боях? По тем временам? Да. По тем временам можно было заработать себе
Сломанный нос, сломанные ребра, сломанные руки и ноги, и позвоночник. Почему? Ну, потому что в мои времена, когда мы начинали драться, не было той экипировки, которая вот есть сегодня у современной молодежи. Мы дрались, как вот сейчас вот новомодные вот эти вот проекты топ-дог на голых кулаках. Вот у нас было точно так же. Медицинскими бинтами просто обматывали руки, либо вообще на голых кулаках и так далее. То есть фактически это было очень травмоопасное зрелище и мероприятие. То есть не было боев, которые не проходили как бы без травм. Все разбито. И так далее. У меня в организме на самом деле нет вообще ничего целого. У меня сломаны все пальцы на руке. Вот эту руку я ломал 15 раз. У меня сломаны 4 ребра с этой стороны, 2 ребра с этой. На спине сломаны все ребра практически. У меня поврежденный позвоночник и сломанный нос больше 20 раз. Мне предлагали удалить перегородку, но я этого не сделал. У меня выбитый глаз. У меня сломана лучезапястная кость на левой руке, сломана лучезапястная кость на правой руке. Но говорят, когда кости зарастают, она становится только крепче. Более того, у меня еще и мениска будет колен, потому что колени... Вот что такое боевое искусство. Сколько, говорит, ты заработал? Я заработал кучу проблем в своем организме. Ну, а если по-честному, то на первом своем как бы поединке я заработал примерно около в среднем 2500 долларов. Сегодня, кстати, так не платят, как платили раньше. То есть, когда все боями как бы занимались преступные группировки, тогда платили хорошо. А как только это превратилось сейчас вот как вот в пафосное шоу-бизнес, и денег там стало меньше. Ну, разве что только в каких-то вот крупных как бы компаниях, вот, типа UFC, там, и К1, там. А раньше можно было заработать подпольненько. За один вечер в случае проигрыша можно было снять порядка от 500 до 850 баксов. В случае выигрыша от 2500 до 5000. Ну, в зависимости, сколько боев за вечер ты проводишь. Потому что бои бывают разные. Бывают один бой за вечер, а бывают круговые. Когда в круговых боях, то обычно ты за вечер проводишь 5-6 поединков подряд. Ну, когда ты проводишь за вечер 5-6 поединков как бы подряд, можно заработать там 8 тысяч долларов, 10 тысяч долларов. Подрались мы практически каждые выходные. В подвале казино «Корона». Этот самый, есть фильм такой, как же это он называется? Бойцовский клуб. Вот тема примерно такая. Я за первый бой купил себе первый свой автомобиль. Mitsubishi Lancer. С одним был. 2500 долларов. Так я начал драться за деньги. И дрался я за деньги с 91 по 98 год. Не останавливался. Не, ну какие-то перерывы, соответственно, были травмы просто очень серьезные. И так далее. Но если как бы по количеству лет, то драться за деньги я перестал в 98 году. А возобновил я драться за деньги только в 2007. То есть только через 9 лет. И дрался, будем говорить так, потом с 2008 по 2011 год я дрался за деньги. Потом у меня был другой период, я как бы уехал в Таиланд, Индия, путешествия и так далее. Ну и последний, будем говорить так, как это называется, кризис среднего возраста у меня случился в 45 лет. Я уехал сначала на Пхукет драться, с тайскими боксерами, а потом, подрался еще и в Бангкоке с тайскими боксерами. Вопрос. Как начать зарабатывать деньги на боевых искусствах молодым бойцам, спортсменам? Ну, сейчас я зарабатываю деньги, как раньше. Я на самом деле на боях. У меня я тебе скажу, сейчас скажу. В 19,5 лет я уже был долларовый миллионер. У меня на кармане было больше, почти 3 ляма. 3 ляма зелени я заработал на боях. То есть я был самым молодым миллионером в городе Благовещенске. А сейчас, чтобы заработать молодым
какую-то приличную сумму, нужно очень постараться. Сейчас на самом деле это же все шоу-бизнес. Нормально никто не платит. Ну вот мы вчера с тобой на поединках были. Кто заработал? Заработали организаторы. А бойцы же ничего не заработали. Бойцы просто устраивали шоу и все. Как бы сейчас, ну, грубо говоря, здесь вот проводят профессиональные поединки и платят по $500 за бой. Ну, то есть это максималочка. Причем это не рейтинговые бои, а на рейтинговых боях, ну, обычно на начальном этапе сколько платят? Ну, $1000. Но в лучшем случае там с каким-то дополнительным призом человек может заработать 150-200 тысяч, это максимум за вечер. И это уже профессиональные какие-то чемпионские бои. А рейтинговые это 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и так далее. Ну как они можешь заработать? Чтобы зарабатывать деньги, в принципе, есть способ. Ехать в Таиланд. В Таиланде можно заработать деньги. Но там специфика только, будем говорить так, тайского бокса. То есть на боксе ты там не заработаешь, потому что бокс в Таиланде, он как бы есть, но он не популярен. А на тайском боксе ты ходишь в любой популярный клуб, но не в Тайгер. В Тайгер есть не надо, там с вас 3 шкуры сдерут и будут зарабатывать на вас промоутеры и организаторы. А если хочешь сам заработать, то приходишь в любой нормальный тайский клуб. Они все на самом деле там каждые выходные устраивают мероприятия, и все участвуют в боях. Неважно, куда ты приедешь, там на Пхукет или на Бангкок. Но большие деньги в Бангкоке, на Пхукете за вечер можно заработать в среднем где-то, ну, на наши деньги это будет, наверное, сегодня, наверное, 1 миллион, может быть, 1,5 миллиона рублей. Ну, опять со всеми вытекающими. Только единственное, пока ты начнешь зарабатывать, тебе придется пройти абсолютно бесплатно где-то рейтинговых боев, где тебе вообще не будут платить. Ну, обычно это, чтобы тебя заметили, где-то нужно провести в среднем от 15 до 20 поединков с профессиональными бойцами. Тогда, если ты победишь, тебя заметят, с тобой постараются заключить контракт, отвезут тебя в Бангкок, и в Бангкоке можно поднимать нормальные деньги за вечер, там в среднем, я же говорю, от 1,5 миллиона рублей. И там, я, честно, максимальную сумму не знаю, как бы и так далее. Я в 17-м году, будем говорить так, мало того, что я там жил на эти деньги, 2 года в Таиланде, я заработал в общей сложности за 17-й год, что тебе скажу, ну, примерно где-то около 30 с копейками, там, 34 или 38 миллионов рублей на наши деньги. И это было всего лишь 8 поединков. Профессиональных. Но не профессиональных, я же говорю, там практически никто ничего не платит, естественно, никто ничего не платит. То есть в России ты точно ничего не заработаешь. Чтобы начать зарабатывать, нужно вступать в какую-то организацию. Ну, в данном случае, если там миксфайт, это UFC, например, или какие-то менее рейтинговые организации. А на каких-то местечковых мероприятиях, ну, это в среднем, я говорю, $500. Ну, под типа такого-то края, либо региональные какие-то соревнования. Если это какие-то международные соревнования, то здесь всегда контракты, здесь большие деньги. Здесь зарабатываешь не ты, зарабатывают на тебе сейчас. Спортсмены зарабатывали деньги, я тебе скажу, до какого года? До 98-го года. Я в свое время почему и прекратил этим заниматься и карьеру. Не стали платить. То есть, во-первых, очень большой травматизм. Потому что каждый поединок это всегда травма. Потом лежишь вот так вот пластом, неделю-две ходить не надо. После каждого поединка. Самые любимые продукты это таблеточки диклофенака, выходишь в попу. А без помощи, потому что ходить не можешь. А тебе на следующей неделе опять ух ты. И так далее. Да, поэтому... Чтобы заработать сегодня деньги, это всегда рейтинговая организация. Но чтобы в них попасть, в эту рейтинговую организацию, ты должен быть кем-то. И впустую, я даже сейчас не знаю, я просто не слежу за этими вопросами. Сколько нужно провести таких поединков. Но судя по тому, что я сейчас вижу, вот тут вот, где я нахожусь, в Белграде, кто выступает на этих профессиональных боях,
То есть много ума не надо, будем говорить так, чтобы попасть, будем говорить так, на профессиональные бои, даже не на рейтинге. Просто нужен нормальный тренер, и все. И примерно 2,5-3 месяца регулярных занятий. Ну, с учетом того, что ты уже что-то умеешь. Если ты нулевщик, то, понятно, тебе долго придется выращивать. А если у тебя уже что-то есть, какие-то данные, то можно найти себе нормального тренера, который действительно тебя подготовит быть какие-нибудь, ух ты, Панчев. Потому что бои за бабки профессиональные, это не шоу. Это совсем другое. Цель подобных мероприятий, на самом деле, это не махание руками, прыгание, там какая-то техника, а это прибытие на ринг и в течение, будем говорить так, максимально короткого периода времени нокаутировать своего партнера, отправить его спать. Вот цель, задача. Поэтому подготовка профессионального бойца немножко другая. Вырастить такого бойца, ну, как бы несложно, если ты уже что-то там умеешь. И тогда, да, можно начать зарабатывать. Как начать зарабатывать? Короче, нужно поставить себе нормальную плёнку. Чтобы поставить себе нормальную плёнку, нужно найти себе нормального тренера. И все, и он пошел так же, как в старых китайских фильмах. Можно, как вот мы с тобой, походить по всем спортзалам и так далее. И всех перебить. Мы с тобой тут полгода, а он со мной, меня уже ни на какие драки не выпускают. И говорят, не-не-не, дедушка, нет, мы с вами драться не хотим. Вчерашний. Что было вчера? Не дали драться. Нет. Почему? Испугались, не захотели, боятся. Верно. Потому что они спортсмены. Да. И они и тренируются они как спортсмены. Да. Я никогда не думал, что я доживу до возраста, когда начну говорить. А вот в наше время было все по-другому. В наше время действительно было все по-другому. Что было по-другому? Что было? А у нас не было экипировки. Мы били голыми кулаками по стенам, насмотревшись фильмов Ван Дамм. Били ногами по бревнам, а не по мягким мешкам. Набивали, наколачивали кулаки. Вот, посмотри, какие у меня кулаки, до сих пор все сломаны. У меня даже нету этих костяшек, нету нервных окончаний. В организме все отбито. Нервная система работает совсем по-другому. Для нормального профессионального бойца боль — это где-то легкое покалывание в области пятки. А для сегодняшних спортсменов, он на тренировку приходит, только в спарринге стал, даже еще не ближе. Ой, я пальчик выбил. А потом 2 месяца ему нет тренировки. Профессиональные нынешние спортсмены. Как деньги зарабатывать. Тренироваться каждый день. И ходить драться каждый день. И будут бабки. Это значит, исчезли настоящие бойцы, остались только спортсмены и шоумены? Неправда. Есть настоящие бойцы? Нет, полно хороших ребят профессиональных, которые действительно с фанатизмом занимаются как бы и боксом, и боевыми искусствами, и в смешанных единоборствах много хороших ребят и так далее. Много. В основном, на самом деле, все на сегодняшний момент занимаются фитнесом. Ну, ты сама посмотри. Раньше-то мы где тренировались? Мы тренировались где-то местечково, по подвалам. Там. У нас какие-то там интересы были, желания там, и так далее. Ну, и опять же, преступность была очень сильно развита и так далее. А мы сейчас на сегодняшний момент живем в другом мире. В мире на расслабоне. Если где-то кому-то пощечину дал, сразу бегут нынешняя молодежь куда бежит? В полицию. Все расслабленные и так далее. Более того, с определенного момента, сказать, вся спортивная сфера как бы захвачена фитнес-индустрией. И люди приходят заниматься фитнесом. И тренируются не тоже в каких-то фитнес-клубах в основном. А цель фитнес-клуба что, бойцов выращивать? Нет. Фитнес-индустрия – это способ заработать. И вот ты приходишь в этот фитнес какой-то центр, и там какие-то мальчики из физинститута начинают тебе что-то там учить, преподавать. Тренера, которым по 25, там, по 20 лет. Чему тебя может научить мальчик, которому 25 лет? Ему самому еще учиться. А старые мастера, они, да, их мало, они поуходили.
Есть какие-то профессиональные клубы, но их не так много, где действительно профессионально как бы, занимаются как бы, на то, чтобы тебя готовить к каким-то мероприятиям и боям за деньги, либо каким-то там олимпийским мероприятиям и так далее. Ну и те же самые сборные там, по кикбоксингу, по боксу ну, и так далее. Но чтобы попасть в какую-то сборную, ты должен быть уже кем-то. А обычно ну, кем-то у нас становятся только фанаты. Ну, то есть есть люди, которые повернуты на это. Для которых боевое искусство это спорт. Вот. Который с утра встал, и он в 5 утра уже бежит 108 кругов вокруг района, как Майк Тайсон. Потому что у него есть цель, что ты хочешь. Сколько ты видела таких людей, ну, которые, ух ты, головушка-лавушка, понимаешь, и он живет боевым искусством. Как говорил Брюс Ли, я не боюсь человека, который знает кучу техник. Я боюсь человека, который бьет каждый день 10 тысяч раз в стену. Один удар. Один. Не умеет ничего, зато умеет бить один раз. Пока... Вот так. Поэтому спортсмены есть хорошие. И фанаты есть. Но если мое поколение, это был один из 100, но есть статистика определенная. А поскольку я преподаванием занимаюсь уже больше 30 лет, я эту статистику просто знаю. Через меня пробежало десятки тысяч людей. И на сегодняшний момент вся вот эта вот волна спортивных мероприятий, то есть когда 90-е границы, когда открылись, сюда прям хлынула там эзотерика, бодибилдинг, боевые искусства, и все такие вау! Ну, все это вот было круто. То вся эта волна начала схлопываться в 2007 году. Причем она начала схлопываться не только как бы в России, но и в европейских странах. Более того, между русскими и европейцами, как бы в рамках менталитета и отношения к боевым искусствам, мы вообще равны. Скажу откровенно, европейцы тихо курят в сторонке. Все русские для них очень страшные. Так же, как и дагестанцы, так же, как чеченцы и так далее. Почему на сегодняшний момент будем говорить, парни, спустившиеся в гор, бьют русских и вообще бьют всех подруг? Объясни почему? Почему? Потому что они голодные. Понимаете? Им чего-то хочется, есть цель. Они голодные. Не как волки. А современная молодежь, она же не такая, она расслабляется. Поэтому даже среди русских сейчас найти голодного очень тяжело. Я же говорю, в мое время статистика была такая. Можно было найти одного бойца из 100. Но вот у меня вот видела Данилку, я тренировал в России. Вот это единственный, даже не сотен, а из тысяч, кого я выбрал, действительно с ним профессионально занимался. Потому что с другими мне было просто неинтересно. Нет смысла с ними заниматься. У них ничего с ним не сделать. Ни физиологически, ни координационно, никак не откладывать будем говорить. Уж тем более не заложить что-то в голову. Потому что боевые искусства это же не умение мотать руками ногами, а это прежде всего внутренний настрой, философия. Отсутствие страха и чувство собственной важности. Отсутствие боли. А если ты не можешь это человеку передать, то ты хоть какой технике его научи. Пусть он там даже нокаутером будет, понимаете? Достаточно просто посмотреть на него правильно. И он, извините за выражение, обкакается, прям тот же ринг. Сразу. Я свои большинство поединков, знаешь, как выиграл? Как? 30 секунд. Знаешь почему? Почему? Потому что я выходил на ринг, у меня на лице было написано, я тебя сейчас убью. Человек просто смотрел мне в глаза и делал так, ух ты ж! Причем люди гораздо сильнее меня проигрывали поединки исключительно потому, что они проиграли психологически, не физически. А физически они сильнее. У меня таких боев очень много было, где я-то ух ты! В общем, ты такой. Чтобы в современном мире начать на боях зарабатывать деньги, нужно сначала стать голодным. И чего-то хотеть. Заниматься каждый день. Не как любитель, там 3 раза в неделю. Каждый день, как профессионал. И не только ходить там к какому-то тренеру, но и самому, самостоятельно заниматься. И все время хватать лучших, пощупать. Увидел какого-то лучшего. Я хочу сам показать. О, покажи мне вот эту технику. О, классно, давай с тобой тоже подерем. Ну и, соответственно, найти хорошего тренера. Ты вот драться со всеми подряд, пока тебе не замутят. А замутят, соответственно,
найти себе хорошего адвоката, промоутера и так далее. Ну, заключить контракт с какой-то организацией, будут тебе деньги. Вот и весь способ. А в моем времени все было гораздо проще. А возвращаясь к разговору отличия моего времени от сегодняшнего поколения, я сказал, вот мое поколение фанатов и голодных было 1 на 100. Но это уже, когда совсем я вот молодой был, у нас практически каждый второй такой. А вот уже 90-е, когда бандитизм, будем говорить так, Российской Федерации начал отмирать, 1 на 100. А сегодня это, я думаю, 1 на 1000 или даже больше. Голодные. Я с 2007 года перестал пребывать в групповые занятия, я их не веду. Начал тренировать спецназ, ВЧК, уголовный розыск, прокуратуру.